Всем добрый вечер, друзья мои. Я хочу продолжить мои исторические очерки и рассказы. И сегодня я буду рассказывать о любви Железного царя. Поскольку распечатывать каждый раз фотографии и ставить как фон, я думаю, бессмысленно. Но в любом случае, чтобы вы имели представление, о ком речь, я поставила фоновым рисунком реставрация по черепу и изображение царя Ашота Железного. Вот таким он был, тот самый Железный царь. Однако начнем по порядку. Способна ли любовь окрылить человека, поднять его до вершины, сделать его необычным человеком, помочь ему достичь всего в жизни, осчастливить? Способна. Если царь счастлив, счастлив и народ, потому что счастливый человек, он созидатель. Если царь несчастлив, вспомните Ивана Грозного. Несчастный царь, он разрушитель. Однако так получилось, что созидательный великий царь, призванный за свои победы железным, неуязвимым, стал разрушителем по неволе. И во всем этом виновата была женщина. Как говорят французы, «Cherchez la femme» – ищите женщину. В X веке нашей эры времена были тяжкие для Армении. Бесконечные нашествия и самые разрушительные, самые страшные нашествия, которые переживали армянские города и селения, это нашествие арабов. Агарийцы, так называли их в летописях армян. Почему так назвали? Потому что их мать, согласно Библии, Агара, наложница Авраама, от которого родился Исмаил и от которого родились народы арабского происхождения. Предводитель Юсуф захватил город Двин. Окрестные селения начали сжигать, население начали вырезать. Народ голодал. Юсуф требовал престол царя. Он хотел воссесть на престол. Царь Сымбат Багратит написал ему, что если он отдаст свой трон, обещает ли он пощадить народ. Тот поклялся, что не тронет народ, и, в принципе, клятву свою более-менее исполнил. Тогда Сымбат, зная, что идет на мученическую смерть, попрощался с женой, попрощался с младшим сыном, а старший сын в это время был в Византии. И вышел к арабскому войску. Царя Сымбата распяли. Над ним издевались, глумились, потом его распяли. После безутешная царская семья просила отдать тело царя. Тело отдали, поруганное тело, но отдали. И его похоронили в Двине великим плачем. Сравнили его с Христом, который принял мучение во имя паствы своей. И Армения погрузилась во мрак. Но в это время из Византии с огромным войском возвращается сын царя Сымбата Ашот. Ашот горел местью. Он мечтал уничтожить и извергнуть инородное иго. И нашел в этом поддержку у многих князей Армении. Их называют по-другому нахарары, что в переводе означает «впереди идущие» или «верховные». Ашоту на тот момент не больше 20 лет.
Он уехал в Византию для того, чтобы получить обучение, набраться опыта правления. Кроме того, они были родственники с византийскими вазилевсами, то есть царями Византии, императорами. Ну, их называли вазилевсы. Вазилевсан, Вазилевс, что означало цари царей или императоры императоров. До того, как уехал он в Византию, он влюбился. Он влюбился в княжну Аспрам. Она была из незнатного рода, она была сирота, у нее не было приданого. Они с матерью ютились у дяди, более старшего князя в роду. И особых таких заслуг у этой женщины не было. Единственная заслуга, что она была очень начитана, очень умна и говорят, что очень красива. Ашот проводил с ней беседы. Он восхищался ее умом острым. Он хотел помочь ей, он хотел вытащить ее из иждивения дяди. Он влюбился. Но перед тем, как уехать, был заключен внегласный договор о том, что Ашот Железный, то есть еще тогда не Железный, а царевич Ашот, после обучения в Византии через 5 лет вернется и женится на княжне Аспрам. Ашот вернулся через 2 года, когда пришлось вернуться, когда его родина горела в огне. Он вернулся. Он получил поддержку князей, однако этого было недостаточно для победы. Окончательную победу ему обеспечили войска великого князя Саака Севада. Этот крупный феодал тех веков, который известен в армянской истории, он был из очень знатного, сильного рода гардманцев. Он владелец княжества Гардман, старший из князей, то есть это его земля. Гардман в будущем потом отошел к Грузии, сейчас называется Гардабани. Так вот, гардманский князь Саак Севада своими войсками присоединился к Ашоту. Его еще называли царь Гардмана, поскольку он имел тренированное войско, он имел бессмертные богатства, и он мог помочь ему в этом деле. И он помог. Когда страну очистили от инородных захватчиков, Саак решил познакомить своего друга, уже ставшего царем, поскольку наследником трона был Ашот, познакомить со своей дочерью Саакануш. Она носила имя отца, как бы женским эпитетом, что в переводе означает как бы краса Саака, краса своего отца. Она действительно была красавица, Ашот был очень впечатлен, но он ее не любил. Царица особо неизвестна в армянской истории, только известно, что она вела большую благотворительную деятельность, что она была добра душой, улыбчива. Она была очень горда, отказывала всем князьям и шептались, мол, ждет, пока царь сосватается к ней. И действительно этот день настал. Ашот очень не хотел расставаться с любимой девушкой. Он очень долго был в раздумьях. Разузнав о любви, тайной любви царя, Саак Севада делает очень хитроумный шаг. Он уговаривает одного из владельных князей жениться на красавице Аспрам. А ее дядю уговаривает отдать, поскольку этот союз был очень выгодный, и владелец Утыка по имени Амрам, которого прозвали Целик, что в переводе означает «бычок», за его крутой нрав и телосложение. Амрам женится на Аспрам, влюбляется
по уши, и этот брак заключается. Конечно, без желания Аспрам, но ее никто не спрашивал. После того, как препятствие было устранено, Ашоту приходится смиряться, потому что у него нет иного выхода, потому что он только укрепляет границы своего государства, и поэтому у него нет иного выхода, как не конфликтовать с могущественным князем Севада. Он женится на кардманской красавице, она становится царицей, она беззаветно влюбляется в мужа, она пишет ему стихи, пишет ему про него рассказы, называет его «мой рыцарь», единственный на свете, и ей кажется, что он тоже в нее влюблен. Для того, чтобы, видимо, заглушить душевную боль от потери любимой женщины, он отдается охоте, он отдается воинам, он начинает захватывать, то есть захватническую войну с соседями. Через некоторое время он отчасти подчиняет Иберию, потом заключает с ней союз, становится Шахин-Шахом, царем царей. Становится могущественным царем, проходят годы, где-то 7 лет у него вот как бы отдано на все эти походы, на укрепление, на постройство мостов. Народ не может нарадоваться на своего молодого царя, который занимается делами народа, который отменяет налоги некоторые, упраздняет. То есть его обожали, любили и прозвали его великим Ашотом Железным. Через 7 лет случается так, что ему приходится как бы навещать Утык. Говорят, что он очень долго сопротивлялся, он не хотел, однако не мог отказать, поскольку посчитали бы неуместным. Он мог бы обидеть князей. В Утике намечается огромное празднество по какому-то случаю, и приглашается туда он именно Амрамом, супругом его любимой женщины. И вот тут старая забытая любовь опять по новой разгорается. Может быть, потому что любимых людей забыть невозможно. Может, потому что царица была бездетна и нечем было больше утешаться, и ему как бы порядком надоели эти все пиры и походы. Может, потому что его душа не грела любовь женщины, которую он не любил, хотя очень уважал ее и почитал. В любом случае, любовь начинается по новой. И он очень часто приходит в Утык, постоянно навещает князя Амрама. Они вместе идут на охоту. Он становится лучшим другом Амрама. Начинаются сплетни, начинаются слухи. Саак Севада, прекрасно знавший об этой истории, поскольку он сам эту историю затеял и выдал за Амрама Аспрам, начинает его предупреждать. В одном письме он пишет царю о том, что негоже царю, оставляя молодую красивую супругу, находиться вдали. Царь не отвечает ему, то есть пренебрежительно игнорирует его письмо. В конце концов, он приходит сам в Утык в надежде поговорить с царем. Тот его очень резко оскорбляет. Он оскорбленный и попранный уезжает обратно, однако не начинает с ним конфликт, поскольку очень любит свою дочь и не хочет, чтобы дочь об этом узнала. То есть он надеется в глубине души, что дочь в конце концов об этом не узнает, и все как-то мирно разрешится. Поступает мудро. Через некоторое время Саакануш приезжает в Утык в гости к супругу. И случайно, значит, их видит вместе. После этого она резко болеет. Она очень долго болеет, не может прийти в себя, не может ему простить измену и пишет своему отцу письмо. И тут-то начинается страшная междуусобная война, которая на долгие годы
закрывает во тьме вот все победы, все свершения, все, что он ради народа сделал, все уходит в никуда. Саак Севада пишет еще раз царю предупредительное письмо, что если он не прекратит отношения с княгиней Аспрам, то дело закончится войной. Царь предлагает ему, если он так уверен в себе, прийти и воевать. Итак, войска Саака Севада двигаются к Утыку. Князь Амрам, не понимая, в чем дело, что происходит, внезапно получает письмо от Саака Севада. В тот день, когда он провожал царя в столицу Армении того времени средних веков Двин, он получает письмо от Саака Севада, где тот подробно говорит об измене его жены, о старой любви, о связях, которые были между царем и княгиней Аспрам. Рассвирепевший муж возвращается в крепость и приказывает заточить в крепостной башне свою жену. Он ее не пытает, он не издевается над ней. Он каждый день приходит, падает на колени, целует ей руки, плачет и просит, чтобы она его забыла, говоря о том, чем же я хуже него, почему именно он, а не я. Аспрам отказывается от еды. Много дней она не хочет есть. Ее уговаривают, она болеет. Это длятся, вот эти истязания и мучения длятся годы. Царь возвращается в Двин, собирает войско, и начинается война с князем Севада. Война заканчивается не в пользу князя Севада. Они попадают в плен, Севада и старший сын Гурген. По его приказу их ослепляют. Ослепляют и отправляют обратно в Кардман. Начинаются междоусобные войны между сторонниками царя, противниками царя. В этот момент на арену армянской истории выходит великий князь Георг Марспетуни. Его назвали сыном народа. Он всеми силами пытается помирить царя с князьями. Он пытается армянского католикоса того времени, Овнана, просить и умолять помирить царей, то есть царя и князей. Овнан прячется, Овнан не хочет. И в конце концов, когда его терпение лопнуло, он сказал: «Святой отец, ты ближе к мирскому, нежели к Богу». Овнан обижается, значит, грозится предать его Акафьями и так далее, и так далее. Георг Марспетуни в отчаянии возвращается и собирает 12 человек своего отряда и идет на арабов. Это невероятная история, когда просили местных жителей просто светить чем могут, то есть огонь поддерживать, кричать, бить в кастрюли и создать ощущение великого войска. И таким образом они создают панику, вследствие которой целое войско поддается бегству. После первой победы начинается вдохновление, и собирается огромное количество войск. В общем, чтобы долго не говорить, одним словом, он начинает победоносные войны, уговаривает потом князей присоединиться к нему. Но в это время, когда родина была погружена во мрак, Ашот в скорби и с болью в сердце за любимую женщину, которую он, по сути, подставил под удар, уходит на остров Севан. Закрывается там в келье и говорит, что он оттуда больше не выйдет. Через некоторое время присоединяется и царица. Она приходит к любимому супругу, который ее предал,
и клянется, что никогда его не оставит, даже если он ее не любит. В конце концов, заточенный в крепости Ашот уговорами и просьбами возвращается обратно в столицу. Но через некоторое время случается беда. Княгиня Аспрам вешается в той башне, куда ее заточил супруг. И вот это его сломило. Он окончательно опускает руки, оставляет бразды правления, управляет страной кто угодно, только не он. По сути, молодой еще мужчина в возрасте 40 с чем-то лет, полностью разбитый, полностью разочарованный в жизни, отходит от власти и оставляет страну на произвол судьбы, не на произвол тех, кто будет править. Князь Геворг Марс-Петуни делает еще одну попытку помирить царя со своим тестем. Он уезжает в Гардман, просит великого Севаду. Он говорит: я упаду перед тобой на колени, я буду просить прощения за него. Мы служим не Ашоту, мы служим армянскому престолу и армянскому народу. Прекращай междоусобные войны. Перестань это делать. Пусть армянские матери не оплакивают своих сыновей. Севада сдается. Он говорит: я не прощу его, но я остановлю войну. Потому что мой внук у меня спрашивает: дед, ты постарел, и Бог тебя ослепил. А за что мой отец слеп? И что мне ему ответить? Запомни, слепой глаз прощает, но слепое сердце никогда. Но междоусобную войну он прекращает. Он говорит Георгу: я не хочу быть менее патриотичным, чем ты. Я не хочу, чтобы ты думал, что свою родину я люблю меньше, чем ты. И потому я прекращаю войну с царем. Пусть Бог его судит. После этих слов междоусобная борьба прекращается. Однако князь Амрам после смерти жены не желает сдаваться. Он пишет Севаду письмо: если ты был намерен отступать, если ты не был намерен довести до конца, почему же ты, старик, отравил мою душу? Зачем ты забрал у меня единственное сокровище? Говорит он и выступает с войной против царя. Но в конце концов, поняв, что не может одолеть царские войска, поскольку у него княжество не особо-то великое, он отходит в Абхазию. Узнав о смерти княгини Аспрам, Ашот внезапно, непонятно для кого-то, собирает войско и идет с походом на остатки арабских войск. Никто не смог понять, почему он это сделал. Однако приближенные знали, он ищет смерть. И действительно, он свою смерть там нашел. Его пронзили отравленной стрелой. Через некоторое время после страшных мучений он умирает. Но перед смертью он просит своего брата Аббаса. Он вверяет ей свою жену и говорит: знай, что она твоя сестра. Никогда ее не обижай, потому что я ее очень много обижал. Он просит у всех прощения и говорит, что он уходит к той, которая его там ждет. И вот так бесславно заканчивается жизнь блистательного царя. Человека, который мог бы оставить свой след в истории как великий полководец, как великий царь, как благодетель своего народа. Он был таким, он этим являлся, у него были все черты хорошего правителя. Однако что случилось с этим человеком? Почему он так надломился? Почему он сломал себе жизнь женщины, которую любил? Наверное, любовь. Нам иногда кажется, что мы можем все контролировать в своей жизни. К сожалению, есть чувства, которые человек не способен контролировать. Это жажда денег, алчность, зависть и любовь.
Любовь, она дана кому-то в наказание, кому-то в награду. Но все же счастлив тот человек, который испытал эту любовь. Пусть она трагичная была, пусть она была смертоносная, пусть она увела его в могилу, но все же он испытал эти чувства. Он понял, что такое любовь. А значит, наверное, несмотря ни на что, он был счастливый человек. К сожалению, его любовь загубила почти родину. И все, что он сделал, все это было разрушено, уничтожено. Он нанес огромный урон своему государству. Его осуждали, говоря, что свои чувства государь должен держать в узде, что он сам должен контролировать себя и свою жизнь, что народ не должен страдать из-за его чувств и боли. Однако не будем его судить строго. Слаб человек. Не каждый человек способен противостоять любви, даже железный царь. Почему я сказала «любовь железного царя»? Потому что во всех остальных вопросах он был жестокий, он был железный. Но когда дело коснулось любимого человека, он сломался. Дорогие друзья, постарайтесь, чтобы в вашей жизни любовь не стала проклятием и не увела вас на тот свет раньше времени. Потому что бывает иногда роковая любовь, которая просто приходит как разрушение, как ураган, сметает все на своем пути, оголяет все и сжигает все, что есть в душе человека. Вот это произошло с железным царем Ашотом Багратидом. Вот такая еще одна любовная история в истории Армении. Всем удачи!